Друзья, вот это вот карман Орика. Карман для SSD дисков, для M2 NVMe дисков. Есть различные варианты. При том, что он так называемый tool free. Это значит, что вам для монтажа диска не нужно никакие дополнительные инструменты. И я, знаете, заинтересовался им, потому что цена его на момент съемки $10 64 цента. Это для NVMe версии. Для NGFF версии можно вообще еще дешевле взять. Я его тестирую даже на Orica SSD-шнике, на вот таком M2, на который я делал обзор. Самый простой SSD-шник PCI-Express 3, короче, вообще все там более-менее нормально, конечно, на Realtek контроллере, но он работает отлично, мы его используем каждый день, все нормально. Мы сейчас с вами посмотрим, что он из себя представляет, как там он монтируется, а потом пойдем потестируем, потому что он не без нюансов. Он не без нюансов, и я вам должен про это говорить. Но все это дело, Orico M2 NVMe, вот такой вот кейс на канале Технозон. Поехали. Ну что, карманчик Orico NVMe 10-гиговый M2 SSD. Как мы видим, что это у нас конкретно моделька AXM G2. Ну, пожалуйста, поближе. Так, дальше поехали. Вскрываем. И вот как он выглядит. У нас есть кабель, есть винты. А это не винты, это просто защелочки. Дальше сам по себе Orica карман. Кстати, Orica карман очень прикольный. Смотрите, в резине, в резиновом чехле, чтобы нигде не ударить ничего. Для носки очень крут. Еще отсюда вытянуть попробуй. Так, сам по себе. Ух ты, как открывается. Смотрите, фактически для демонтажа ничего не надо. Оп, все. Все, что нам нужно сделать. Берем обыкновенную вот эту вот защелку. Я буду использовать SSD Orica. Смотрите, я уже делал его обзорчик. Ссылочка в описании под видео, пожалуйста. Ой, чуть-чуть у меня упало. Закидываем вот эту штуку вот таким вот образом. Все, топ. Смотрите. Вставляем. О, смотрите. Застегнули, вот так вот замок у нас закрылся. Все, что нужно было сделать. У нас есть в комплекте термоинтерфейс на сам по себе Orica. Хотя, честно говоря, я в нем не особо вижу смысла, потому что он, смотрите, он у нас ниже точки соприкосновения. То есть у нас ниже точки соприкосновения. То есть если мы сейчас, ну вот вам тест на... Вот это вот самый бестолковый момент, который есть сейчас. То есть у нас вот он заходит в этот, видите, какой у нас зазор. У нас туда спокойно проходит вот этот термоинтерфейс. Он бесполезен. Только если вы собираетесь сюда клеить медную пластину, можно сказать о чем-то полезном. Потому что они говорят, что возьмите термоинтерфейс, наклейте на него, и потом будет вам счастье. Не вижу в этом смысла никакого. То есть, если мы наклеим сюда термоинтерфейс и просто-напросто его закроем, то он, видите, он болтается. К чему его делать, этот термоинтерфейс, непонятно. Нужен более толстый и плотный термоинтерфейс, который будет заходить плотняком на корпус, чтобы рассеивать. Это минус, и я должен о нем сказать. Но мы его доработаем, будем, конечно же, тестировать уже конкретно с термоинтерфейсом. Вот, смотрите, все застегнули. Вставляем сейчас обратно. Вставляем. С термоинтерфейсами я поработаю уже за кадром, скажем так. Посмотрите уже с термоинтерфейсами. Посмотрим на кабель. Давайте. Посмотрим на кабель. Здесь у нас кабель Orica, стандартный, достаточно толстый. Верю, что он может поднять до 10 гиг. Вот таким вот образом все это выглядит. Вот таким вот образом это все выглядит. Ребят, пошел подключать уже и тестировать на скорость работы. Ну а теперь сразу про нюанс. Если кто не догадался, напишите в комментариях. Если кто догадался, напишите. Я вам объясню. Они забыли положить радиатор. Мы сейчас на сайте производителя, не на сайте продавца-то и производителя одномоментно. Мы еще к нему вернемся, чуть посмотрим, сколько он стоит дальше. Тут они используют этот диск, тут мне не совсем интересно. Вот, инсталляция. Они не положили радиатор. То есть вот этот вот, в принципе, и
нюанс, из-за которого я расстроен. То есть вы заявляете, что там есть радиатор, но его в комплекте не было. Ну, нет, на нет и суда нет. Все равно цена низкая. Я надеюсь, что другим людям будет приходить с радиатором, а мы с вами уже пошли дальше. Но мне интересно чуть другое. Я сейчас его буду включать на тест. Я буду включать на тест конкретно версию модифицированную. Так, включили модификат. Давайте запускаем Crystal Disk Info. Запускаем Crystal Disk Mark. Crystal Disk Info показывает, что температура на модификате у нас сейчас 49. Я вам говорю сразу, потому что вот то, что я показал вам один термоинтерфейс, с термоинтерфейсом с одним, это будет прямо вот печаль, беда. Он сам его будет греть как шуба. Запустили Crystal Disk Mark, я сразу выбираю тут, сколько будем, давай на 1 джип, на 5 проходов. И запустим и посмотрим, что она из себя представляет. Потому что по Crystal Disk Info он имеет сквозную, да, проброс NVMe Express 1.4. Он видит сам по себе Orica G10, этот наш терабайтный M2 NVMe SSD. Все вроде бы хорошо. Давайте посмотрим на скорости. Итак, по скорости записи и чтения. Он отвечает заявленным характеристикам. Объясню. 1000 мегабайт в секунду, через 3.2 Type-C, все отлично работает. Почему говорится до 10 гигабит там пишут? Потому что обычно производители считают 1 гигабит это 1000 байт. Не 1024, как должно быть, а 1000. Не знаю почему. То есть они такой маркетинг. Хотя на самом деле здесь 8 гигабит. То есть это если считать абсолютно правильно. То есть мы берем 1010 и умножаем на 8. То есть мы получаем 8080. Маркетологи считают 10010, умножают на 10. То есть у них почему-то в одном байте 10 бит, а не 8, как это изначально, да, там в одном регистре есть. То есть они 8-битную архитектуру взяли, аннулировали. Но это маркетологи, на то они и есть. Но этот карман абсолютно честный. По поводу температуры. Вы видите сейчас вставку на модифицированной версии. Он грелся один раз до 60 градусов, сам диск в прямом чтении. На немодифицированной версии, то есть имеется в виду, если вы поставили всего лишь одну вот эту термопрокладку, он грелся до 64, до 68 градусов. Вы должны это понимать. То есть вам в любом случае вот этот вот тот нюанс, о котором я говорю в данном кармане. Стоит он на момент съемки этого видео $10 64 цента. Ссылка в описании под видео. Конечно же, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Но есть и версия на NGFF 5 гигабитная. Это значит вот такой вот у нас B плюс MK. Поддерживает и BK. 4 терабайтный NGFF диск максимально он держит. А что это такое? Это обыкновенные SATA диски только в такого формата со скоростью чтения записи 500 мегабайт в секунду. То есть там само собой будет совсем другая скорость. Это вы должны понимать. А NVMe диск, который на 10 гигабит, стоит $11 фактически. Очень советую. Небольшая модификация, дополнительный термоинтерфейс. Хотя есть и вариантик, знаете какой? SATA плюс NVMe вместе. То есть он будет держать до 8 терабайт на NVMe диске и до 4 на SATA. То есть вот такие вот с переходничком есть без переходничка 1272 и 1366 соответственно. Честно вам скажу, я рекомендую данный диск, но с учетом тех особенностей, про которые я вам сказал. То есть я вам всегда говорю правду, скажем так. Поэтому данный карман, не диск, а карман, данный карман имеет место быть. За его-то цену, за $10 NVMe, достаточно неплохо. При этом честный 10-гигабитный. А в остальном все доработали, приложили, скажем так, некоторые усилия. Какие диски под него используют? Да, бога ради, может тот же самый Orica использует терабайтничек, который стоит очень-очень недорого. Рекомендуем. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.